Вопрос о том, что Северный Кипр — это непризнанная страна, у многих такие вопросы есть, наверное, у всех, и у наших клиентов, и других. Вот. Я об этом рассказывал нашим клиентам, и сейчас еще раз расскажу, что непризнанная страна, нет такого слова непризнанная страна, это государство, так скажем, непризнанное, да, то есть правительство, государство, так скажем, страна признанная. Почему? Потому что весь остров входит в Евросоюз. То есть земля, на которой мы стоим, как я сказал ранее, да, это тоже Евросоюз. Потому что и у местных киприотов тоже, которые живут здесь, родились на Кипре, прям коренные киприоты, турки киприоты, да, у них такие же паспорта, как и у Южного Кипра, такие же европейские паспорта. Вот. А то, что непризнанная страна, непризнанное государство, да, такое есть. Но с одной стороны, это всем на руки, так скажем, инвесторам, людям, которые инвестируют сюда, покупать недвижимость, потому что у острова нету никакого выхода ни в какую страну, поэтому никто не может получить информацию здесь, у кого какая недвижимость здесь, или сколько недвижимости, или сколько денег тут находится. Вот, и есть, конечно, такие еще слухи ходят, что 50 лет прошло, там, да, с 74 года, 24 год, что будет признание автоматическое, да, такого тоже нету. Такого закона нету, ну, никто такой закон не писал. Да, есть такое дело, что если страна не участвовала в войне 50 лет, да, и то тоже так знаем, да, это еще никто не подтверждал печатью, но так есть, что если не участвовала в войне 50 лет, другие страны и имеют право или могут признать эту страну. И поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда выступал и говорил, что призываем вас признавать Северный Кипр. Конечно, это же просто так слова, бросать эти слова, да, всем. Никому это признание не нужно. Минимум ближайшие, наверное, 3-5 лет, минимум. Может, 10 лет, не знаю. Но и кто хочет жить, если страна нужна, ну, может быть, какая-то будет республика автономная, да, и то подключена, ну, под Турцией, так скажем. Да, у нас есть нефть и газ, на море добывают и газ, и нефть. Не могу сказать, что прямо сейчас добывают, но есть нефть и газ, но это все относится к Турецкой республике. Вот. А сам остров живет за счет отелей, казино, инвестиций, да, туристов, которые приезжают сюда смотреть достопримечательности. Тут у нас замки есть, тут у нас есть руины, есть заповедник, где там ослики ходят, есть апельсиновые поля, клубничные поля и так далее. Вот. И, конечно же, все мы наслышаны о том, что Северный Кипр – это оккупированная земля Турецкой республикой, хотя это вранье, грубо говоря, как вранье. Это неправильное выражение, потому что последним завоевателем, так скажем, этого острова была Османская империя, да, в 16 веке, 1600 какой-то год. И после него, грубо говоря, это турецкая земля. А почему называют оккупированным? Потому что, конечно, не поделили остров ни греки, ни турки, и пошли разногласия, и была война, ну, это мы все эту историю знаем. Вот. Защищая свои законы земли, либо свой народ, Турция стала оккупантом. Хотя в 16 веке, когда Османская империя захватила этот остров, греков можно было посчитать, наверное, пальчиками 2, 3, 5, 10, примерно говорю, да, не тысячи, не знаю, ни сколько. Тогда не было здесь, да, вот. И они сейчас утверждают, что это оккупированная земля, но это не так, это не оккупированная земля. Это вовсе не оккупированная земля, это законные земли, так скажем, Турецкой республики, и они всегда будут им, законными землями Турецкой республики. И, конечно же, Северного Кипра. Конечно, мы знаем, что здесь Северный Кипр была английской колонией, и поэтому сейчас здесь дороги такие же, как в Англии, левосторонние дороги, праворульные машины. Но почему-то, когда была здесь английская колония, никто не говорил, что англичане оккупировали остров. А когда, хотя это было тоже со стороны греческой части, когда они там восстали, там, не знаю, свергли своего президента, они начали там убивать друг друга, резать и так далее. Вот. И как Турция пошла защищать свой народ, потому что они здесь были беззащитны. Нет оружия, ничего у турков здесь, у местных киприотов, да.
турко-киприотов. И Турцию назвали оккупантами. А когда, опять-таки, была английская колония, никто не говорил, почему-то англичане оккупировали весь остров. Почему? Потому что это Англия, а это Турция. Вот так. Вот. В связи с этим, поэтому и остались здесь турецкие законы и английские законы, да, и до сих пор Англия, как бы, так скажем, одной ногой здесь, одной ногой в Англии. Ну, коротко говоря, я в конце концов хочу сказать, что не надо бояться Северного Кипра, вообще не нужно бояться ни законов, ни от чего. Это не оккупированная земля, это не греческая земля. Конечно, проблемы есть, политические проблемы есть, ссоры есть, но они всегда решаются. И так что можно спокойно приезжать. Здесь не ходят везде военные с пистолетом, здесь никто не стреляет, здесь никого не убивают, не режут. И вот. И то, что есть, конечно, проблемы, но они решатся. По-любому решатся, как везде. Если смотреть во всем мире сейчас, ну, как во всем мире. В Ближнем Востоке и других местах там идут войны, а наш Северный Кипр спокойно, тихо на Северном Кипре мы живем. Почему? Потому что мы не участвуем в никаких санкциях, мы никакой военных действиях не участвуем. У нас нету ракеты, у нас нету, не знаю, С-400 эти ракеты, у нас нету ни локаторов, ничего таких. Ну, есть военные, да, но у нас никаких этих истребителей либо ракет сильных нету, чтобы чтобы мы могли кому-то быть, так сказать, да, могли кого-то напугать. Нет, есть, конечно, на море нефть и газ, но это добывает Турция. Пожалуйста, если кто-то хочет воевать, конечно, пусть идут воюют с Турцией, грубо говоря, если есть смелость, так скажем. Вот. А так в Северном Кипре спокойно всегда было и будет. Сейчас кажется, конечно, сейчас могут люди подумать, что а почему там в 73-74 годах была война, либо в 63-м тоже была, началась. Вот. Но тогда, как скажем, я тогда не знаю, что там было. Не могу сказать, почему так случилось. Но на данный момент, несмотря на сейчас, вот наше время, на такую ситуацию, я могу сказать 90% от своего имени, да, и которые, поспрашивали, узнавали. Другим странам незачем сейчас воевать с Северным Кипром. Это маленький остров, где люди живут счастливо и почти долго. Спасибо. Дальше я вам еще буду рассказывать про Северный Кипр. Вот. Не слушайте этих блогеров, которые рассказывают, ой, тут ужасно, либо тут другие, которые, не знаю, убегайте, недвижимость, то 5-10. Ну, об этом попозже еще расскажем. Но нет здесь ничего такого опасного, сложного. Все отлично. Подписывайтесь, не забудьте, ребята, а то я же говорю, миллионные подписчики. Надо собрать миллион. Пока.